Всем привет! Сегодня мы поговорим о пастели Рембрандт. Как ни странно, об этой очень популярной пастели я еще не рассказывала. Давайте будем исправляться. Рембрандт – это профессиональная линейка фирмы Royal Talens. Royal Talens – это целая арт-корпорация, которая выпускает очень-очень популярные арт-материалы, такие как, например, Кобра – это водорастворимое масло, Ван Гог – это ученическая линейка их материалов, Амстердам – это самый разрекламированный акрил, Сакура – это ручки Микрон, Jelly Roll – это вот эти вот белые гелевые ручки, Акварель Koi, Art Creation – это линия для начинающих художников, знаменитая бумага и скетчбуки Strathmore, чернила и брашпены Ecoline. И бог знает еще что, у них много рекламы, они распространены везде по всему миру, где бы я ни путешествовала, во всех арт-магазинах есть эти материалы, они самые популярные. У них множество амбассадоров среди художников, то есть это огромная машина по рекламе и распространению арт-материалов. Это я все к чему? Если со мной что-то случится после этого обзора, ладно, я, шучу, понятно. У Рембрандта есть также еще одна линейка твердой пастели, которая называется Kerry Pastels. Это тонкие граненые палочки в серых и коричневых тонах. Но сегодня мы будем разговаривать не о них, а о той пастели Рембрандт, которая обозначена как софт, мягкая. Начнем с цены. Она мне показалась очень приятной, потому что я думала, что покупаю пастель уровня Шминки и Сен-Элье. У меня создалось такое впечатление об этой пастели не только потому, что она заявлена как профессиональная, но и потому, что я посмотрела очень-очень много обзоров, и во всех обзорах именно так ее преподносили. Многие обзорщики, если не восхищались Рембрандтами, то говорили, что Рембрандты уж точно лучше, чем Сен-Элье. И я подумала, если так, то это должно быть очень хорошая пастель, причем по цене ощутимо дешевле. Это отличная сделка, я беру. Я настолько доверилась тому, что говорят в интернете, что хотела купить сразу огромный набор. Но в последний момент я передумала и решила купить для затеста 5-6 палочек. Просто формальность. Просто за тест перед большой закупкой. Как же я рада, что я это сделала. Как вы уже поняли, у меня нет упаковки, поэтому я ничего не могу о ней сказать. Я брала свои палочки поштучно и приспособила для их хранения коробочку из-под флешки. На самом мелке присутствует необходимая информация, название цвета, его числовое обозначение, о котором я расскажу подробнее позже, какие пигменты были использованы, какая светостойкость у этого оттенка. Полноразмерные палочки имеют размер 70 мм в длину, в диаметре 11 мм. Они обернуты в бумагу и продаются в наборах и по отдельности. Половинки этой пастели доступны только в наборах. Половинка палочки, соответственно, имеет длину 35 мм. Обертка из бумаги, и она очень-очень легко рвется и снимается. Это хорошо, потому что некоторые пастели обернуты в такую какую-то клеенчатую обертку, которая тяжело снимается, ее нужно там подрезать, чтобы она слетала. А тут вот все простенько, можно оторвать. Обратите внимание на то, что корпус под этикеткой имеет гладкий слой. Если вы хотите рисовать ребром, этот слой нужно снять, например, с помощью наждачки. И лучше вам это сделать, потому что иначе мелок может оставлять гладкие черточки, на которых не держится следующий слой пастели. Этот гладкий слой, судя по всему, образуется из-за того, что мелок производится машиной. Я уже рассказывала вам, чем отличаются палочки ручной и машинной работы. Если вы не видели, посмотрите обзор про пастель ручной работы Мюнгё по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Палитра. Общая палитра насчитывает 218 цветов, из них 44 чистых цвета. Это немало и вполне достаточно для профессиональной пастели. Но напомню, другие марки пастели имеют палитры и по 400 цветов. У меня в наличии не так много цветов, я брала их на пробу и взяла те, которыми пользуюсь чаще всего. Это 5 приглушенных натуральных оттенков. Я их выкрашу, чтобы вы их видели. Интересно, что в палитре присутствует два белых, один обычный, а другой экстра мягкий. А теперь я поясню, что значит чистый цвет.
Вам это может пригодиться, даже если вы не будете покупать именно эту пастель, потому что многие марки пастели используют точно такую же систему. В палитре Рембрандта, как я уже сказала, 44 чистых цвета. Каждому из них есть несколько дополнительных цветов. Их может быть всего 3 или целых 6, в зависимости от цвета. Дополнительные цвета получаются путем примешивания к основному цвету черного или белого пигмента. Делается это потому, что пастель – это не краска и имеет меньшие способности к получению различных замесов цветов. Художники предпочитают иметь в наличии все цвета, которые могут пригодиться. Как же узнать, относится ли ваш мелок к чистому цвету или к дополнительному цвету с примесью черного или с примесью белого? Для этого есть цифровое обозначение на самом мелке и в колор-чарте. Давайте посмотрим. Сначала у нас идет номер цвета, а цифры через запятую обозначает, если это пятерка – чистый цвет, если это двойка или тройка – это цвет, смешанный с черным, а двойка в большей степени, а тройка в меньшей степени. А если индекс от 7 до 12, это значит мелок имеет примесь белого пигмента. 7 в меньшей степени, 12 в большей степени, соответственно. В колор-чарте все это выглядит довольно удобно, вы можете видеть. Мягкость. На пастели Рембрандт написано soft, но давайте не будем делать скоропалительных выводов и сравним ее с другой пастелью, по традиции со звуком. И что мы можем слышать? Мне кажется, Рембрандт действительно немного мягче. Но постойте, мы же сравниваем ее с твердой пастелью. Давайте попробуем сравнить ее с мягкой. Что скажете? Нужно ли как-то озвучивать вывод? Я думаю, люди, которые прочитали в описании Рембрандта «Софт» и заказали эту пастель через интернет, будут удивлены. Я бы назвала ее довольно мягкой из твердых пастелей, но до мягкой, в моем понимании, она все-таки не дотягивает. Но во всех обзорах пишут, что это просто одна из самых твердых, мягких пастелей. И сразу же за этим идет перечисление плюсов из этого проистекающих. Плюсов, присущих твердой пастели. Давайте перечислим их. Такая пастель будет экономичнее, потому что у нее меньший расход. Она подходит для абразивных поверхностей, она долго удерживает тонкую линию, она не заполняет поры бумаги сразу же и можно наносить много слоев, она не так сильно пачкает руки. Она меньше пылит. Да, все это так, но если бы я всего этого хотела, я бы взяла твердую пастель. Но от мягкой пастели я жду немного другого. И вот, кстати, при такой твердости мелок мог бы быть и кубическим. Ребро бы долго держало остроту, и многим бы это было удобно. Это было бы огромное преимущество. Ребят, если вы думаете, брать или не брать эту пастель, не заказывайте ее по интернету. Обязательно сначала попробуйте в магазине, чтобы потом не разочаровываться. Я бы не сказала, что эта пастель не оставляет пыли, но я не отношу это к недостаткам. Тут она, в общем, в умеренных количествах. Она хорошо ложится на бумагу, она прекрасно наслаивается. Вы можете видеть, что у меня одни оттенки более укрывистые, другие более прозрачные. Вот оливковая очень плотная и легко оставляет пигмент и вторым, и третьим слоем. Но на слой мягкой пастели, конечно, накладывать будет не так удобно за счет твердости мелка. То есть просто в работе нужно держать в голове, что это довольно твердая пастель и использовать ее в первых слоях. Но это ничего сложного, я думаю. Все говорят об универсальности пастели Рембрандт, но всегда ли хороши средства 2 в 1? Помимо твердости вскрылась еще одна интересная деталь. Ну как деталь? Деталище. Я готовила довольно крупный заказ, большой портрет в пастели и решила использовать Рембрандт для фона, потому что мне подошел цвет. Я с удовольствием начала штриховать, и тут светлый мелок чиркнул черным. У меня сердце в пятки ушло, я была в шоке, перекрыть эту черту впоследствии было очень сложно. А на кону стояли сроки и деньги. Я думаю, вы представляете, что я почувствовала, когда это произошло. Это главный кошмар художника. И вот этого Рембрандту я никогда не прощу.
Я присмотрелась к мелку, и оказалось, что в нем встречаются мелкие черные частицы. Я хочу, чтобы вы это увидели. Я брала эти мелки в передвижнике и не думаю, что там можно наткнуться на контрафакт. Это все-таки приличный магазин. Вот так эти крупинки выглядят на мелке. Видите, практически незаметные. Сложно обратить на них внимание. Но что же происходит, когда мы начинаем работать этим мелком? А получаются вот такие полоски. Я думаю, вы все видите. Это просто недопустимо для профпастели. Я бы не удивилась такому в какой-нибудь дешевой пастели типа Art Spectrum. Но тут почему ни один блогер об этом не сказал? Я не понимаю. Я одна такая с бракованным мелком? Ребят, если кто-то уже напарывался на такое, пожалуйста, напишите в комментариях. Может, этот мелок один, а может и не один. В любом случае, есть вопросы к контролю за производством. А в чем они еще не досмотрели? Мне очень-очень жаль, но этот обзор получился скорее негативный. Я не советую покупать пастель Rembrandt никому. И это именно из-за этих непонятных включений в пастель. Вот этих вот черных каких-то крупинок. Потому что все остальное это скорее особенность. Твердость можно приручить и извлекать из нее пользу. Но факт красящих крупинок делает эту пастель неконкурентоспособной. Даже если это классные цвета, даже если она классно наслаивается и она отлично проявляет себя в работе, в любой момент эта красящая крупинка может оставить штрих, который вы ничем не перекроете, и это перечеркивает все достоинства. Опять же, если это ваша любимая пастель, если вы работаете только на ней, и вам никогда не попадались эти крупинки, то прежде чем писать комментарий, подумайте, а стоит ли материал того, чтобы вы так злились, да? У меня могут быть свои выводы, у меня может быть свой опыт, а у вас может быть свой опыт, ничего в этом страшного нет. Попытайтесь выражать свой опыт цензурными словами, так скажем. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и всем пока!